Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение язвы желудка народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Сок картофеля для лечения язвы желудка. О пользе картофельного сока в лечении заболеваний пищеварительной системы известно давно. Этот продукт защищает слизистые оболочки желудка от повреждений, снижает повышенную кислотность. Обладая легким анестезирующим и противовоспалительным действием, сок корнеплода способен избавить от болезненных ощущений при язве, а также способствовать ее скорейшему заживлению. Но как его правильно принимать? Рецепты. Картофельный сок. Для этого нужно очистить картофель и пропустить через соковыжималку. Можно натереть на терке и отжать через марлю. Нужно принимать 20 грамм сока за 30 минут до еды не менее 3 раз в сутки в течение недели. На второй неделе порцию увеличивают вдвое, на третьей – втрое. На 4-й неделе и до конца месяца одноразовая порция составляет 100 грамм. Картофельно-морковный сок. Не менее эффективно справляется с язвой желудка дуэт двух популярных, а самое главное всегда доступных овощей. Для приготовления напитка нужно смешать по 100 грамм сока моркови и картофеля. Пить каждое утро натощак в течение 2 недель. Но приступы, болезненность и неприятные симптомы заболевания чаще всего покидают уже через несколько дней лечения. Для того, чтобы получить максимальную пользу, важно проводить лечение язвы желудка только свежим соком из хороших целых клубней без повреждений. Через 10 минут после выжимки концентрация полезных веществ снижается вдвое. Поэтому для эффективной терапии выпивать сок нужно сразу. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость продукта. С осторожностью принимать сок при повышенной кислотности желудка. На первых этапах лечения можно уменьшить порцию в 2 раза. Не рекомендуется проводить лечение в конце зимы лежалым корнеплодом, в котором накапливается вредное для организма вещество солонин. Эффективное лечение язвы желудка прополисом и сливочным маслом. Прополис – уникальный продукт пчеловодства, о пользе которого известно с самых давних времен. Его используют в косметологии и медицине. Неплохо себя показал в лечении язвы желудка. Обладая ранозаживляющим, противовоспалительным, противомикробным действием, прополис поможет вылечить внутренние повреждения пищеварительных органов. Но у продукта есть еще одно замечательное свойство. Он замечательный проводник и способствует лучшему проникновению лечебных средств. Для приготовления лекарства нужен прополис 10 грамм и несоленое сливочное масло 100 грамм, которое следовало топить, не доводя до кипения. Когда масло станет жидким, можно смешивать его с прополисом и ждать, чтобы растворились крупицы прополиса. После этого массу необходимо в стеклянной посуде держать на водяной бане, пока она не станет однородной. Принимать 3 раза в сутки за 30 минут перед приемом пищи по чайной ложке, смешав с молоком и медом в течение месяца с перерывом в неделю. Противопоказания. Аллергическая реакция на продукты пчеловодства, детский возраст до 3 лет, печеночная недостаточность. При неграмотном приеме и превышении дозировки возможно появление сонливости, головокружения, тошноты. В таком случае нужно временно прекратить терапию и дать организму восстановиться в течение 7-10 дней. Куркума – еще одно мощное средство от язвы желудка. Индийские ученые провели серию опытов, с помощью которых на практике выявили новое эффективное средство от язвы желудка – куркумин. Это вещество является важным компонентом ароматных приправ и позволяет защитить организм от некоторых заболеваний. Некоторое время назад куркумином заинтересовались ученые Индийского института биохимических исследований. Известен тот факт, что экстракт куркумы обладает антисептическими свойствами.
У людей в связи с этим он помогает облегчить протекание воспалительных процессов. Данное свойство стало основой для предположения, что с помощью куркумина можно бороться с язвой желудка. Основная проблема заключалась в количестве этого вещества, нужного для лечения. Для облегчения воспалительных процессов минимальной дозы куркумина оказалось недостаточно. Однако слишком большое его количество также опасно для здоровья организма. Дозировка была выявлена на опытах с крысами. 100 мг на каждый килограмм массы – это оптимальное количество экстракта куркумы, чтобы лечить гастрит или желудочную язву. Исходя из результатов опыта, становится очевидно, что облегчить боли при этих заболеваниях позволяет незначительная доза куркумина. Были проведены исследования, демонстрирующие, как куркумин влияет на человеческий организм. По их результатам, если ежедневно употреблять 2-3 грамма куркумы в течение 2 месяцев, то удастся избавиться от язвы желудка. Положительный эффект был достигнут более чем у половины пациентов, участвующих в исследовании. Действие куркумина заключается в восстановлении ферментативного баланса, который в свою очередь позволяет устранить воспаление. Вместе с тем в организме начинает быстрее формировать новые кровеносные сосуды. Активнее вырабатывается коллаген. Все эти процессы положительно влияют на стенки желудка, укрепляя их. Достижение ферментативного баланса – основная цель в лечении язвы желудка. Оно гарантированно позволяет облегчить боли и устранить другие симптомы заболевания. Регулярное потребление куркумы помогает избежать оперативного вмешательства, которое требуется в большинстве случаев при язве желудка. Гриб чага для лечения язвы желудка. Чагу также называют трутовиком, черным грибом. Его применяли для лечения заболеваний пищеварительной системы еще во время Авиценны. Поэтому смело можно утверждать, что его действие проверено веками. Чага содержит полисахариды, клетчатку, стероидные соединения, ценные кислоты, дубильные вещества, смолы. Она обладает мощным ранозаживляющим и противовоспалительным действием, нормализует кислотность желудочного сока. Рецепты. Смешать 5 грамм медицинского спирта с куриным яйцом. Выпить натощак. Через 2 часа подогреть 30 грамм водного настоя гриба чаги и выпить. Завтракать можно через 30 минут. Настой готовится в пропорции 1 к 5. Гриб промывается, вымачивается, заливается горячей водой, но не кипятком. Настаивается сутки. Размочить 100 грамм чаги, измельчить, выложить в 3-литровую банку. Добавить 200 грамм меда, залить доверху теплой водой. Настоять 3 суток, процедить и пить каждое утро по 50 грамм. Противопоказания. Кроме индивидуальной непереносимости и детского возраста, запретов к приему чаги нет. Но в отдельных случаях при лечении замечается повышенная нервная возбудимость и бессонница. Зверобой для лечения язвы желудка. Зверобой в народе именуют природным антибиотиком, причем одним из самых эффективнейших. И действительно, сложно найти заболевание, с которым не справится это растение. Зверобой хорошо себя зарекомендовал в лечении заболеваний пищеварительной системы и язвы желудка в том числе. Растение содержит дубильные вещества, смолы, кислоты, витамины, сапонины. Обладает вяжущим, ранозаживляющим, противовоспалительным, бактерицидным свойством. Рецепты. Настой зверобоя. Приготовить водный напиток из 15 грамм сушеной травы и 200 грамм кипятка. Настоять в термосе. Можно сделать на ночь. Процедить, довести объем до 200 грамм. Принимать нужно за 30 минут до трапезы по 50 мл теплого настоя 3-4 раза в день. Длительность лечения не менее 14 дней. Если проблема не ушла окончательно, то курс терапии можно повторить, но только после недельного перерыва. Зверобой с маслом. Этот рецепт удобен тем, что избавляет от ежедневного приготовления лекарственного средства, а также его подогревания. Но для его приготовления потребуется свежее растение.
Зверобой тщательно промывают, высушивают, измельчают и помещают в стеклянную банку произвольного объема. Утрамбовывать не нужно. Банку доверху заполняют нерафинированным оливковым или подсолнечным маслом, закрывают и убирают в темное место. Выдерживают 10 дней. Затем процеживают и принимают по 20 грамм перед каждым приемом пищи до получения устойчивого результата. Противопоказания. Зверобой, как и любое другое растение, может вызывать аллергическую реакцию. В таком случае потребуется прием антигистаминных препаратов. При лечении зверобоем нельзя употреблять в пищу спиртные напитки, кофе, шоколад. Также необходимо ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами, так как растение повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Мумиё для лечения язвы желудка. Мумиё – целитель природного происхождения, перед которым не устоит ни одно, даже самое упорное заболевание. Причем это средство замечательно сочетается с любыми другими видами традиционного и нетрадиционного лечения, редко вызывает побочные действия и имеет совсем немного противопоказаний. Мумиё очень быстро заживляет язвы в желудке и избавляет от неприятных проявлений заболевания, но только при адекватном лечении. Как правильно принимать природное средство? Рецепты. Мумиё с молоком. Заключается в приеме средства, растворенного в 50 граммах молока, утром натощак и вечером. Для человека весом до 70 кг разовый прием составляет 0,2 грамма. На каждые последующие 10 кг добавляется по 0,1 грамму. Курс лечения мумиё 25 дней. Для закрепления результата курс можно повторить после 10 дней перерыва. Лечение раствором. Для приготовления раствора измельчают 2 грамма мумиё и смешивают со 150 граммами очищенной воды. Хранить средство нужно в холодильнике. Каждое утро натощак принимается по 1 чайной ложке раствора. Длительность терапии 10 дней. Через 10 дней курс повторяется. Противопоказания. Особых предостережений к применению средства нет, кроме того, что врачи не рекомендуют использовать мумиё при наличии онкологических заболеваний, так как раковые клетки могут повести себя непредсказуемо. Календула для лечения язвы желудка. Яркие цветочки, имеющие специфический аромат, известны всем. Но мало кто знает, что календула является замечательным средством от язвы желудка. И при грамотном лечении она поможет забыть о неприятном заболевании. Обладая выраженным противомикробным, ранозаживляющим, противовоспалительным и дезинфицирующим свойством, календула поможет вернуть здоровье слизистым оболочкам желудка и не оставить ни следа от язвочек. Рецепты. Масло календулы. Считается, что масло календулы намного эффективнее водной настойки, поэтому большинство рецептов с этим растением готовится на его основе. Для приготовления масла нужно смешать 30 грамм цветков календулы и 100 грамм любого растительного масла, можно оливкового или подсолнечного. Смесь помещают на водяную баню, доводят до температуры 70-80 градусов, выдерживают 2 часа. Затем нужно настоять сутки и процедить. Принимать по 5 грамм масла за 30 минут перед каждым приемом пищи. Курс 2 недели. Масло календулы с молоком и медом. Этот напиток должен быть началом дня у человека, страдающего язвой желудка. Для его приготовления в 200 грамм теплого молока добавляют по 5 грамм масла календулы и столько же меда. Все перемешивают и выпаривают за час до завтрака. Сочетание меда, молока и масла предохранит стенки желудка от повреждения, поможет зарубцеваться старым язвам, предотвратит появление новых ранок. Внимание! Лечение не рекомендуется проводить в период обострения, лучше дождаться ремиссии. Также не стоит применять спиртовые настойки календулы, которые могут негативно отразиться на состоянии поврежденной слизистой. Противопоказания. Календула является достаточно аллергенным растением, что стоит учитывать при лечении.
Также она противопоказана при беременности, лактации, заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Нельзя принимать детям до 12 лет. Лечение язвы желудка подорожником. Настой подорожника. Подорожник нужно просто заваривать и пить как чай. Для этого кладут 1 чайную ложку в стакан и заливают кипятком. Через 15 минут настой готов к употреблению. Выпивают его сразу целиком, до еды. И так 2-3 раза в день. Концентрированный настой подорожника. Концентрированный настой принимают только утром, 1 раз в день перед завтраком. На 1 стакан кипятка берут 1 столовую ложку листьев подорожника. Сок подорожника. Также вместо настоя можно принимать сок подорожника. Его выжимают из свежих листьев и принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Однако с данным рецептом будьте аккуратнее. Начинайте прием с половины чайной ложки и постепенно увеличивайте дозировку. Настой семян подорожника. Этот настой хорошо снимает боль в период обострения заболевания. 1 столовую ложку семян подорожника заливают полстаканом кипятка. Принимают по 1 столовой ложке до еды 3 раза в день. Свежие листья подорожника. Для тех, кто постоянно проводит время на природе, можно и просто сорвать листья подорожника, помыть их обязательно и разжевать во рту до состояния воды. Но делать так надо чаще, каждый день. Рецепт от язвы с медом. Мед с маслом и грецкими орехами. Есть один очень полезный и вкусный народный рецепт от язвы желудка. Взять по 300 грамм цветочного меда, грецких орехов и масла сливочного. Положите все в эмалированную кастрюлю, запекайте в духовке при температуре 100 градусов 20 минут, после чего перемешайте. Принимайте 3 раза в день по столовой ложке за полчаса до еды и ничем не нужно запивать. Язва заживет очень быстро, операция уже не понадобится. Средство это проверенное на себе. Медовая простокваша. И есть еще один простой рецепт. В 3 литра простокваши добавьте пол-литровую банку цветочного меда. Размешайте и пейте. Утром натощак стакан. И после раннего ужина перед сном тоже стакан медовой простокваши. Перед употреблением смесь надо немного подогреть, а хранить ее следует в холодильнике. Мне потребовалось повторить этот курс, прежде чем зарубцевалась язва. Мед и лимон. Данное народное средство используется при болезнях печени и язвы желудка. Особенно оно эффективно действует при заболеваниях желудка. Подготовьте лимонный сок из 2 лимонов. Добавьте полкилограмма меда и пол-литра оливкового масла. Тщательно перемешайте и храните в холодном месте, закрыв крышкой. Перед приемом смесь желательно перемешать. Употреблять за полчаса до еды по столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения – месяц. Таких курсов желательно проводить 2-3 раза в год для профилактики. Рекомендуется параллельно с этим лечением есть по 5-6 штук грецких орехов. Лечение язвы желудка – алоэ. Очень хорошо лечит язвы желудка настойка из листьев алоэ. Применяется также для профилактики и при хронической болезни. Вам понадобится 250 граммов листьев алоэ. Перед срезанием цветок не поливают в течение 2 недель. При этом растение должно быть по возрасту 3-5-летний. После срезания листья нужно положить в прохладное темное место на некоторое время. Срезанные 250 граммов листьев пропустить через мясорубку, добавить 250 грамм меда, перемешать и поставить на газ. Постоянно помешивая, разогреть смесь до 50-60 градусов. После достижения этой температуры добавить пол-литра красного натурального вина. Все перемешиваем и ставим в темное место на неделю. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день, за час до еды. Курс лечения 21 день. В первые 7 дней лучше применять по чайной ложке для адаптации организма. Другие средства народной медицины.
Белок свежего яйца. Есть еще несколько интересных, но в то же время не менее эффективных народных средств от язвы желудка. Белок свежего яйца взбейте с ложкой сахарной пудры и 1 столовой ложкой оливкового масла до кремообразного состояния. Принимать эту смесь натощак по 1 столовой ложке в течение 10 дней. Рецепт считается очень эффективным, быстро снимает боли. Свиной жир. Свиной жир является прекрасным средством для желудка. Нужно принимать свиного внутреннего жира каждое утро перед едой по 1 столовой ложке, и уже через 2 месяца будет результат. Капустный сок. Очень полезно пить капустный сок. При гастритах капустный сок противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью, так как сок имеет кислый pH, и язвах желудка. Желательно выпивать по стакану сока 4 раза в день. Но можно использовать и свежий томатный сок, сок облепихи или сафарина. Перед едой не помешает съесть кусочек листа алоэ. Курс лечения 6 недель. Травы в лечение язвы желудка. Рецепт травяного сбора от К.А. Трескунова, академика РАН и ЕАН, кандидат медицинских наук, фитотерапевт. Перед тем, как приступить к лечению, необходимо осуществить полноценное обследование. Это делается для того, чтобы исключить другие болезни или проявления, например, спазмы, вызванные переутомлением. Механизм проявлений в подобной ситуации может оказаться похожим. К тому же, попытки лечения язвы желудка за счет фитотерапии без специализированного обследования могут помешать выявить более серьезные болезни. Ведь травы и растения, характеризуясь активными антисептическими и обезболивающими параметрами, могут внести неясность в анамнез, что скажется и на диагнозе. Трескунов указывает на необходимость применения в случае язвы желудка такого сбора, в который включены по 1 части тысячелистника и полыни обыкновенной, по 3 части ромашки аптечной и клевера лугового, по 5 частей календулы, по 7 частей сушеницы топяной и березового листа. По его мнению, этот сбор является определенной базой. Для каждого определенного больного следует вносить какие-либо другие компоненты. Сбор трав при язве. Тысячелистник, льнянка, алтей, будрый дербеник, горец шероховатый, допустимо использование почечуйного и перечного, шалфей и мята речная, допустимо применение перечной, зопник и клевер. Все компоненты должны находиться в равных соотношениях. Столовую ложку трав, измельченных почти до состояния пыли, заваривают в половине литра кипятка. Употребить в рамках 24 часов за 3-4 раза. Если вес больше 80 кг, то заваривают 2 ложки на аналогичное соотношение воды. Все травы имеют антисептические характеристики. Горец и тысячелистник помогут справиться с течением крови. Зопник сведет на нет изжогу. Льнянка и мята имеют разнополярные свойства. Первая активизирует, а вторая способствует расслаблению гладких мышц. Представленная связка отлична при запоре или устранении диареи и даже низкой степени проводимости протоков желчного типа. Следует отметить, что этот сбор показан при лечении язвы и гастрита в случае оптимальной и увеличенной степени кислотности. При низкой кислотности данный состав применять запрещается. Можно также модифицировать данный рецепт, добавив в него лист сенны. Это поможет при запоре. Начинать рекомендуется с незначительных дозировок, планомерно увеличивая вплоть до достижения требуемого результата. Рекомендуется такой курс использовать в течение месяца, а затем применять какой-либо из очищающих. Так следует чередовать их между собой постоянно. В случае, например, если язва все еще будет беспокоить после применения трав, их использование следует продлить еще на какое-то время. Желательно также не прекращать восстановление организма после незначительного улучшения. Так делают многие, и это неправильно. Для избавления от язвы на максимально долгое время необходимо употреблять сборы не менее 3 месяцев. Еще лучше было бы свести этот промежуток к
полугоду. Другие рецепты травяных сборов. Первое. Возьмите в равных порциях 3 части листа подорожника, 1 часть травы зверобоя продырявленного, 2 части корня солодки голой, 3 части травы сушеницы топяной, 1 часть цветков календулы лекарственной, 2 части травы синюхи голубой, 1 часть корня аира болотного, 2 части травы пустырника пятилопастного, 2 части шишек хмеля обыкновенного, 2 части травы тысячелистника обыкновенного, 1 часть листа крапивы двудомной. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 1 столовую ложку получившегося сбора и залейте в термосе пол-литром кипятка. Настоять 12 часов, после процедить. Принимать за полчаса до еды по полстакана 3 раза в день. Второе. Возьмите по половине столовой ложки сухой измельченной травы подорожника и травы шалфея и залейте пол-литром кипятка. Прокипятите 5 минут и настаивайте час. Пить по полстакана 3 раза в день. В первые 10 дней принимать отвар только 1 раз в день. Третье. Возьмите в равных порциях травы тысячелистника, цветков ромашки, цветков липы, листа мяты. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора и залейте стаканом кипятка. Настоять 2-3 часа. После процедить. Принимать по полстакана 3 раза в день. Четвертый. Залечивает кровоточащие язвы. Возьмите 2 части цветков ромашки лекарственной, 3 части корней лопчатки прямостоячей, 1 часть листа крапивы двудомной. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора и залейте стаканом кипятка. Настоять 1 час, после процедить. Принимать по полстакана через час. Пятый. Возьмите в равных пропорциях корня горца змеиного и корневища кровохлебки лекарственной. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 1 столовую ложку получившегося сбора и залейте стаканом кипятка. Настоять 2-3 часа, после процедить. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Шестой. Возьмите 3 части травы зверобоя продырявленного, 1 часть травы чистотела большого, 3 части травы тысячелистника обыкновенного, 3 части цветков ромашки лекарственной. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора и залейте стаканом кипятка. Настоять 2 часа, после процедить. Принимать по полстакана 3-4 раза в день. Седьмой. Возьмите 3 части травы сушеницы топяной, 3 части травы пустырника пятилопастного, 4 части травы вереска обыкновенного, 1 часть корня синюхи голубой. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора, ссыпьте в термос и залейте пол-литром кипятка. Настоять 1 ночь, после процедить. Принимать по 3 глотка в течение дня. Восьмой. Возьмите 2 части корневищ лопчатки прямостоячей, 1 часть цветков ромашки лекарственной, 2 части травы зверобоя продырявленного. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора, ссыпьте в термос и залейте пол-литром кипятка. Настоять 1 час, после процедить. Принимать по полстакана 2 раза в день. Девятый. Снимает болевой синдром. Возьмите в равных порциях корня лопчатки прямостоячей, молодых шишек ольхи, корня крапивы. Размельчите все и перемешайте. Возьмите 2 столовые ложки получившегося сбора и залейте пол-литром прохладной воды. Настоять 2 часа. После прокипятить 5 минут, затем процедить. Принимать в горячем виде по 1 стакану утром перед и после еды. 11. Этот сбор не рекомендуется беременным женщинам. Возьмите в равных пропорциях корневища горца змеиного, листа кипрея, цветков календулы, плодов аниса, листа мелиссы, травы душицы, травы яснотки. Возьмите 1 столовую ложку получившегося сбора и залейте стаканом кипятка. Настоять 2-3 часа.
после процедить. Принимать в теплом виде по четверть стакану после еды, а также утром перед едой и ночью при необходимости. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, врач-фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.